Здравствуйте, друзья! Изначально в этом обзоре я планировал рассказать про глобальную версию ZigBee выключателя Aqara H1EU на две клавиши с нулевой линией, предназначенной для установки в круглый подрозетник. Но в ходе тестов пришлось прибегнуть к помощи еще одного продукта глобальной версии от Aqara – ZigBee шлюза E1. Так как я ранее делал обзор китайской версии этого устройства, ссылку вы найдете в описании, я решил объединить в одном видео информацию и по выключателю, и по глобальной версии этого шлюза, а заодно провести пару тестов по работе устройств, подключенных на один аккаунт, но в разных регионах. Модель Aqara H1EU VS EUK04. Тип 2 клавиши, нулевая линия. Интерфейс ZigBee 3.0. Параметры работы. Рабочее напряжение от 100 до 250 вольт. Максимальный ток для резистивной нагрузки 8 ампер. Максимальная мощность 2000 ватт. Температура от 0 до 40 градусов Цельсия. Влажность от 0 до 95%. Размер 85,6 на 86 на 37,55 мм. Система управления Aqara Home Apple HomeKit. Отличить китайскую версию Aqara от глобальной можно сразу, по коробке. Китайские коробки белые, с минимумом изображений и с иероглифами. Глобальные бело-синие, надписи на английском, а некоторые могут быть даже на русском. На одной из боковых сторон перечислены параметры, про которые я уже сказал. Кстати, номера версий тоже отличаются. У глобальных они выглядят примерно так, как тут. Для китайских сначала 4 буквы код устройства, потом 2 цифры модель и в конце LM. А вот и русские надписи, поддержка голосовых ассистентов Алиса и Маруся. В обзоре их не будет, это актуально для жителей РФ, а в моей стране эти ассистенты не продаются и не работают. Перейдем к осмотру содержимого коробки. К слову говоря, несмотря на довольно тонкий картон, из которого она сделана, все доехало в целости и сохранности. Комплект поставки стандартный для таких устройств, разве что сюда положили 2 комплекта крепежа вместо одного и винты и саморезы. В остальном все тоже, выключатель и инструкция. Тут она мультиязычная, русский тоже присутствует. Серия H1 имеет своеобразный и узнаваемый дизайн, ровные линии, прямые углы. Индикаторы активности вынесены на середину нижней части клавиш. Кстати, у H1 Pro то же самое, только цвет черный. Кто не видел обзор, ссылку оставлю в описании. Главное отличие глобальной версии – задник, позволяющий ставить выключатель в круглый подрозетник. Однако размер внешней стороны 86 на 86 мм не позволит ставить их в один ряд при стандартном размещении подрозетников. Для проверки я использую самый простой и дешевый подрозетник. Выключатель хоть и помещается в него, но есть небольшая сложность из-за ободка возле передней панели, но в целом установить можно без доработки. Внизу находятся пазы для снятия блока клавиш. Тут все как и у других моделей выключателей Aqara. Тут, кстати, видно и тот самый ободок, про который я только что упомянул. В качестве сравнения китайская версия выключателей Aqara D1. У него края более закруглены, чем у героя обзора, и это заметно. А индикаторы активности немножко ниже и гораздо ближе к центру. А тут можно визуально сравнить, насколько задник под квадратный подрозетник больше, чем его европейская версия. Европейская версия универсальная, может быть установлена и в круглый, и в квадратный. Как и у рассмотренной мной ранее версии H1 Pro, тут снимаются не просто клавиши, как у D1, E1 или самого первого выключателя без буквы, а именно блок с логической частью управления. Силовая часть устанавливается в стену. Коды на внутренней и внешней части совпадают, правда пока точно не могу сказать, это общий код для модели или индивидуальный для выключателя. Я имею в виду цифры под QR-кодом. Так как эта версия с нулевой линией, устройству не нужно наличие нагрузки для получения питания. Для первого запуска достаточно подключить фазу и 0. Также благодаря этому тут реализована функция энергомониторинга. Для перевода в режим сопряжения нужно зажать клавишу на 8 секунд, пока индикаторы не начнут мерцать. Базовая система управления для героя обзора Aqara Home. Я обычно использую регион Китай, так как большинство устройств поддерживаются именно в нем. Шлюз Aqara M2. Так как рабочая система у меня Home Assistant, тут я не держу много устройств. Кроме шлюза только датчик открытия. В устройствах тут есть серия H1, правда тут она отображена в черном цвете. Подтверждаю выбранный шлюз и далее перевожу выключатель в режим сопряжения. Что интересно, шлюз голосовой подсказкой говорит, что устройство подключено успешно.
Чисто физически он видит выключатель. Однако в приложении показывает ошибку подключения. В регионе Китай он не работает. При этом сам шлюз Акара М2 у меня тоже глобальной версии. И это первое на моей памяти устройство Акара, которое не смогло подключиться в регион Китай. Я уже планировал переподключать шлюз в регион Европа, но тут мне и пришла в голову другая мысль. Кто помнит мой обзор китайской версии Акара E1, ссылка в описании, он не работает в Акара Home, только в Mi Home. Это же мне подтвердили представители Акара, которые прислали глобальную версию этого шлюза. Собственно, мысль заключалась в том, а почему бы не сделать живой тест его в рамках этого видео, объединить два в одном. Два шлюза Акара E1, глобальная версия и китайская. Тут как раз можно увидеть те отличия в упаковке устройств для разных рынков, про которые я упоминал в начале этого видео. А вот отличия в номере модели. HE1 Gen01 для глобальной версии и ZHWJ16LM для китайской. Обе поддерживаются в Apple HomeKit. А также намного более толстая мультиязычная инструкция, включающая в себя и русский язык. Найдите три отличия, или хотя бы два, или одно. С этой стороны их, пожалуй, нет, где китайская версия, где глобальная, отличить не получится. А вот с этой стороны легко. На глобалке прямо по-русски написано «Центр управления умным домом E1». Тут же на каждом из шлюзов наклеен QR-код и ключ, который нужен для подключения к HomeKit. В регионе Китая оставляю все устройства как есть, переключаю аккаунт на регион Европа. Тут пока нет ни одного устройства. В разделе шлюза выбираю E1. После первого включения шлюз переходит в режим подключения, его светодиод начинает мерцать желтым. В противном случае нужно воспользоваться подсказкой мастера подключения и при помощи кнопки сбросить шлюз. Устройство появилось в списке доступных, кликаем на него. Далее выбираем свою домашнюю сеть в диапазоне 2,4 ГГц, вводим пароль. Далее эксклюзивная фишка этого шлюза, про которую я уже рассказывал в обзоре китайской версии. Нужно переключиться на точку доступа, которую он создает. Имя указано в мастере подключения. После этого в шлюз передаются данные сети. На этом подключение китайской версии прекращалось, а глобальная версия без проблем подключилась. Выбираем локацию и завершаем подключение. Сразу же прилетела новая версия прошивки. После обновления шлюз не успокоился и получил еще одну за другой 3 новые прошивки. Самой актуальной на дату обзора оказалась 3.3.4.0019.0004. В плагине устройства есть только настройки. Вкратце напомню его возможности, подробнее рассказывал в обзоре китайской версии. Предотвращение случайного удаления не даст сделать это кнопкой, что будет актуально для тех, у кого маленькие дети. Трансляция Wi-Fi позволит создать дополнительную точку доступа, отдельную сеть. Если нужно, указываем название сети и пароль и активируем опцию точки доступа. Пункт «Распознать устройство» поможет найти нужный шлюз, если у вас их несколько. Есть возможность отключать светодиод шлюза, если он мешает по ночам. Еще одна штука, которую я захотел проверить. Можно ли подружить через HomeKit устройства из одного аккаунта, но разных регионов. Для этого я попробовал добавить новое устройство в дом, используя стандартный метод сканирования QR-кода. Система опознавала шлюз как мост, он ими является, тут все верно. Но после пары минут ожидания выпадала в ошибку «Аксессуар не найден». Я пробовал это неоднократно, в том числе перезагружая и шлюз, и центр управления HomeKit iPad. Похоже, что ответ кроется здесь. Это Akara Home для iOS. Тут есть меню HomeKit информация. Хотя в данный момент в системе установлен регион Европа, в списке доступных устройств есть только Akara M2 из китайского региона, он подключен. Тут налицо программное ограничение, моя теория подружить устройство провалилась. Тем не менее, мне все равно удалось проверить работу с HomeKit, и забегая вперед скажу, что все работает нормально, но об этом чуть позже. Пора вернуться к тому, ради чего все и затеяно. Переходим в меню добавления устройств, выбираем выключатель. Далее подтверждаем выбор шлюза Akara E1 и зажимаем клавишу выключателя. И тут все совершенно без проблем. Выключатель прекрасно подключился к шлюзу, корректно определился H1EU 2 клавиши с нейтралью, в интерфейс выводятся 2 кнопки. И для этого девайса сразу прилетело обновление прошивки. Правда, в отличие от шлюза, только одно. Актуальная на момент обзора версия 0.00.11.23. Кнопки, которые выводятся в основное окно приложения. Их можно вывести и на главное меню ярлыков и присвоить соответствующим комнатам. В
В плагине все как обычно для таких устройств. Основную часть окна занимают клавиши выключателя, которые меняют свой цвет в зависимости от их состояния. Если подключить нагрузку, то потребляемая мощность будет отображаться в строке под клавишами. Она общая для обеих линий, считается по входу выключателя. Если нажать на эту строку, можно посмотреть статистику энергомониторинга в разрезе дня и недели. Под ней находится строка таймера обратного отсчета, который можно установить для каждой из клавиш. На выбранный из числа предустановленных либо свой промежуток времени. Параметры. Это меню вызывается из главного окна плагина, 3 точки в правом верхнем углу. Все самое интересное находится в меню настроек. Память состояния восстановит состояние линии выключателя после сбоя питания. Если светодиоды ночью мешают, их можно отключить на заданный интервал времени. При включенной опции поворот индикатора, индикаторы будут светить, когда линия отключена, и гаснуть, когда включена. Это удобно, чтобы найти выключатель в темноте. Есть опция отвязки клавиш от реле, тогда они становятся логическими и не приводят к безусловному переключению реле. В автоматизациях устройство может работать и в категории «если» триггеров и условий. Триггеры – это событие включилось, отключилось и нажатие. Условие – это включено и выключено. Триггер сам по себе вызывает срабатывание автоматизации. Условие используется совместно с другим триггером. В разделе «Тогда» действий все немного проще. Тут для каждого из каналов есть включение, выключение и переключение состояния на противоположное. Клавиши и реле можно использовать в совершенно разных сценариях. Для этого обычно и служит режим отвязки. Звук переключения реле. Память состояния. Режим поворот. При активации подсветка будет показывать отключенное реле. Отключение индикатора в ночное время. Штатный режим работы, клавиши переключают реле. Отвязываем клавиши, теперь они логические. Возвращаем назад. Не мог я не попробовать и подключить устройство в Mi Home. Я использую версию сайта copyba.ru, ссылка в описании, которая поддерживает и те устройства, которые могут работать только в Aqara Home, и те, которые работают в разных регионах. У меня есть два шлюза с поддержкой ZigBee 3.0, Mi 3 и китайская версия Aqara E1. Приложения и прошивки обновлены на дату обзора. В списке устройств есть только китайские версии H1 черные, но на самом деле тут главное перевести шлюз в режим сопряжения. Что интересно, при выборе H1 приложение говорит, что только шлюз Mi 3 подходит для подключения. Сначала я попробовал его. Потом я попробовал и Aqara E1, правда выбрал другой выключатель. На самом деле это значение не имеет. Но результат и на Mi 3, и на Aqara E1 был один и тот же. Шлюзы в принципе не смогли подключить этот выключатель. Такое я вижу в первый раз. Если устройство несовместимо, оно подключается, но просто с ним нельзя ничего сделать. А тут шлюзы просто игнорировали выключатель, как будто его нет. Рассказывая о интеграции в Home Assistant, я начну с HomeKit. То, что не удалось проверить в приложении Дом. После подключения шлюза к сети он автоматом появится на странице интеграции как HomeKit контроллер. Нажимаем кнопку «Настройка», откроется диалог сопряжения. Вводим код сопряжения, это цифры с наклейки на шлюзе. И шлюз моментально залетает в систему. Напомню, что при этом он остается работать в Aqara Home. Режим его работы мост. Все подключенные к нему устройства тоже подтянутся сюда. В данном случае сам шлюз и герой обзора выключатель. У шлюза есть одна сущность, панель сигнализации. Тут есть два режима, на охране и снято с охраны. Вот так он выглядит в интерфейсе. Триггерами сигнализации могут служить устройства, подключенные к этому шлюзу.
Хотя у шлюза нет ни динамика, ни пищалки, сигнализация может использоваться по типу автоматизации. По срабатыванию триггера слать пуш или активировать какое-то действие. Что касается героя обзора, тут традиционно для HomeKit есть только управление реле. Можно включать и выключать. Больше ничего нет, все остальное через Aqara Home. Перейдем к Zigbee to MQTT. На дату обзора актуальная версия 1.22.1.1. Запускаем режим сопряжения. Удерживаем кнопку на выключателе. Для этого устройства заявлена штатная поддержка. Выключатель является роутером для ZigBee сети. Что тут есть? Сенсор мощности, сенсор потребления, сенсор, в который прилетают события нажатия, температура выключателя, память состояния, контроль левого и правого канала. На дату обзора поддержка недоработана. В частности, отсутствует обратная связь, на выключатель команды уходят, назад не приходят. Если обновить вручную, видно, что реле были включены вручную. Аналогично для выключения. Режим памяти и состояния реально работает как надо, тут проблем нет. Работает и режим отвязки клавиш от реле, но только в части самой отвязки. События при нажатии не прилетают. Сколько бы ни нажимал на кнопку, сюда ничего не прилетело. Также нет данных по мониторингу, и тут даже обновление не работает. Так что на дату обзора поддержка в Zigbee to MQTT, к сожалению, не пригодна к работе. Что касается SLS Gateway, тут ситуация лучше. Поддержка добавлена в прошивках не старше, чем от 15 декабря 2021 года, за что отдельное спасибо ее создателю Григорию. Под выключатель создан отдельный конвертер, его номер 152, изначально на базе Zigbee to MQTT. В ходе дальнейших тестов тут удалось исправить обратную связь, вот обновление данных о состоянии реле. Обновляется и сенсор мощности. Данные прилетают примерно раз в 30 секунд. В опциях есть память состояния, она работает. Есть даже ночное отключение подсветки, но по факту эта опция ни на что не влияет, для ее работы нужно получать данные о времени. Есть и работает отвязка клавиш от реле. Но так и не удалось победить сенсор Action, данные о нажатиях не отлавливаются. Так что логический режим пока использовать не получится. Home Assistant залетает через интеграцию MQTT. Тут все то же самое. По умолчанию скрыты, но могут быть отображены сенсор последнего отклика и качество связи. Обновление данных по мониторингу, как я сказал, в районе 30 секунд.
С SLS-шлюзом выключателем можно полноценно пользоваться в кейсах, где нет необходимости отвязывать клавиши от реле. Если сравнивать этот выключатель с серией H1 Pro, функционально разницы я не увидел. И, кстати говоря, беспроводные версии у них, как я понимаю, общие, просто H1 в разных цветах. Единственное, что H1 Pro имеет трехкнопочную версию и черного цвета. У H1 я таких вариантов не встречал. В остальном интересный и функциональный выключатель под круглые подрозетники, которые можно купить в локальных магазинах. Главный минус – его цена. Программные недостатки, думаю, могут быть исправлены. При наличии серии Aqara E1, которая тоже ставится в круглый подрозетник, нормально поддерживается системами и интеграциями, да и стоит вдвое дешевле, покупка Aqara H1 под вопросом. Разве что вам нравится дизайн и вы пользуетесь Aqara Home в европейском регионе. На этом все, надеюсь, видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые видео, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео вы найдете много полезных ссылок. На мой телеграм-канал с полезными постами на тематику умного дома, на каталог устройств и многое другое. Поддержать канал вы сможете, оформив подписку на сервисе Patreon, ссылка там же. Спасибо за внимание, до новых встреч!